Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Напоминаю, что меня зовут Оля, я красивая и умна, но немного психбольна. Сегодня у меня в гостях Саша, а здесь у меня книга. А угадайте, что в книге лежит? Денежка. Какая денежка? Обычно. Да? Нет, у меня лежит здесь списочек вопросов. Я думал, ноты мы пишем. Вот. Во-первых, я хотела бы поблагодарить Сашу за то, что вы пришли ко мне в видео, в YouTube ко мне пришли. Вот. И поблагодарить зрителей моих за то, что они смотрят мое онлайн-творчество. Ну, сегодня вот совместное с Сашей. Так, дальше по списочку. Вот. А теперь у Саши на телефоне внезапно появляется сообщение. Да. Его надо сейчас очень, так сказать, торжественно зачитать. Вот так вот. Да. Хорошо. Я зачитаю. Да, это фокус такой. Магия. Ой. Много букв. И слов. Я же читаю плохо. По слогам. Ну ничего, половина видео будет посвящена чтению. Dорогие друзья, сейчас вы прослушаете важную информацию. Отнеситесь к ней с максимальной серьезностью. Ставьте, пожалуйста, лайки или дизлайки, пишите, пожалуйста, комментарии и комментируйте комментарии других зрителей. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы будем благодарны, если вы поддержите канал финансово, а также если вы, так же как я, хотите сделать коллаборацию, то незамедлительно напишите Оле. Желаем вам приятного просмотра. Оля, это я, если что. Вот, спасибо большое. Это была рубрика промо. А сейчас у нас рубрика афоризм. Саша, вы знаете, в чем заключается рубрика? Нет. У меня есть вот такая вот книга. Здесь в конце есть глоссарий. Содержатся фамилии разных философов, в общем, разных умных людей. Вот, задача создать некоторое некоторое философское настроение, открыть книгу на произвольной странице и тыкнуть. Вот. Ну, будем поэтапно действовать. Вот книга на произвольной странице, не смотреть и просто вот тыкнуть. Угу. Да. Барабанная дробь. Тан-тан-тан. Опа. Замечательно. Категория. Семья и общество. Замечательно. А вот это надо найти, как звали этого человека, там небольшая информация о нем в глоссарии. Ну, я могу найти, если хотите, можете сами. Ну, да, посмотрим. Он же, наверное, алфавитный. Да. Поэтому... Совершенно верно. Потрясающая, как сказать... Догадливость. Да, именно вот это слово. Сантаяна Джордж. Джордж Сантаяна. Да. Сантаяна. Ну, конечно же, мы знали, кто это. Это мы просто так, знаете. Американский философ. Американский философ, да. Родился в 1863-м, умер в 1952-м. Так, вот. И что же он нам предлагает? Да. Семья – один из шедевров природы. Краткость – сестра таланта. Тан-тан-тан-тан-тан. Вот, замечательно. Вот, теперь, значит, все такие рубрики у нас закончились. Книгу можно там куда-нибудь убрать. Вот. А теперь вопросик такой. Саша, вы готовы отвечать на вопросы честно, даже если они будут какими-то, неприятными, неудобными или еще какими-то? Вот сейчас я отвечу честно. Не готов. Не готов, хорошо. Второй вопрос. Почему вы согласились принять участие в этом шоу? В этом видео. Ну, согласилась... Видеошоу. Да, чтобы зрители понимали, Оля сейчас является моей роднёй. Да, чтобы зрители понимали. Да, ее сестра и старший сын моей второй жены, они поженились. Ну и, соответственно, Ольга, мы вот теперь родня. Ну и плюс ко всему кумску мой, поскольку мы вместе крестили ихнего ребенка. И чтобы поддержать твой канал, Оля, я, естественно, не мог отказать. Да, спасибо большое, я очень ценю. Честно. Честно. Вот честно. Я честно. Несмотря на ответ на предыдущий вопрос, это честно. Я поняла.
Так, еще получилось так, что у нас была небольшая переписка сегодня, ну, так сказать, организационные моменты, и Саша предложил сделать наше видео, ну, как сказать... Встречу. Запись больше, тут потому что технические вот эти вот все моменты. В общем, сделать ее в формате чаепития. Вот, у меня вопрос, почему возникла такая идея? Да все очень просто. Так. Во-первых, это по-домашнему. Во-вторых, это немножко, ну, как сказать, неформальную обстановку создает и снимает напряжение. То есть, ну, мы вроде как пьем чай, едим Снимает печеньки. напряжение, алкоголь еще хорошо. Ну, об этом, наверное, я думал, следующий вопрос будет. Серьезно? Ну, Такого так вообще... мне подозревалось. Нет, я не планировала этот Вот, вопрос. то есть, ну, какое-то должно быть, мне кажется, вот не просто общение Можно через набухаться, перед камерой, да, тогда что-то вообще такое. видео будет отличное. Ну, если встречать гостей с рюмочкой чего-нибудь, не знаю, может быть, действительно кто-то будет более расслабленный и болтливый. А то есть для вас это, ну, некое напряжение, да? Вы... Ну, это для меня вообще, как это называется-то? Жесть. Впервые. Это как... Не, извините меня, а кто блог снимал летом на ВДНХ? Так, спокойно. Это я делал для своих, и в интернет это не выкладывалось. А вы не выкладывали? Только для семьи, нет. Вот, поэтому, скажем так, для публики я вот впервые так на экране. Если честно, я как человек, жаждущий просто публичности во всех смыслах очень часто, я даже представить себе не могу делать видео, там же огромный монтаж, который вы делали, и никуда их не выложить. Для меня это просто, это за гранью, честно. Но там не огромный монтаж, там, если честно, программы очень простенькие, вообще для лохов. Но я ниже лохов, я вообще просто чмо в мире монтажа. Вот. Да, действительно, как бы мы отдыхали там и на Красной площади, и на ВДНХ, и в зоопарке. Все это монтировалось и для своих выкладывалось в WhatsApp. И кто хотел, мог посмотреть. Да, в общем, и еще был такой, опять-таки, возвращаясь к нашей небольшой переписке организационной перед встречей, я сказала о том, что я уже подготовила вопросы. Ну, в общем, вот они, собственно. И Саша спросил, не сильно ли они провокационные. Вот. И у меня возник вопрос, а что такое провокационный вопрос в вашем понимании? Не знаю. Всяко разное. Всяко разное? Ну, может Конечно. быть, есть какие-то конкретные ожидания? У каждого человека все равно, как говорят, есть скелет в шкафу. Да, а у некоторых не один. У меня там целый склад. Просто есть скелеты, которых можно показать, и, в общем-то, как бы, да, там, и повеселить людей, и развлечь, и что-то такое про себя рассказать. А есть, которые доставать не хочется совсем. Даже самому хочется про них забыть, допустим. Честно говоря, ну я сейчас включу, это, наверное, какого-нибудь философа, но в моем случае, когда я скелеты свои вытащила, мне стало легче. Там не так хорошо, они там живут и дружат. Нет, я прям чувствовала, что они там лежат, и уже просто шкаф, так сказать, постоянно дверца открывается, я ее закрываю, они вылезают, я уже ногами их туда запихиваю, вот, а они как бы ломятся и ломятся. Ну ладно, хорошо. Так, у меня еще был вопросик, значит, откуда мы знакомы, но получилось, что Саша уже немножко рассказал. Раскрыл эту тайну. Да, этот скелет в шкафу. Вот, хорошо, тогда спрошу чуть-чуть по-другому. Есть ли вопросы, о которых вы вообще никак не готовы говорить? Наверное, есть. Хорошо, спасибо. Но я не готов говорить, на какие вопросы, да, чтобы они не поднимались. Хорошо. Если поднимутся, я просто скажу, что а вы понимаете, что, да, мы будем выкладывать это в YouTube, а там есть такие люди, называются хейтеры. Я слышал,
Сейчас много умных слов. Я их не все знаю. Хейт по-английски обозначает ненавидеть. А хейтеры — это люди, которые, у них смысл жизни заключается в том, чтобы зайти на канал, написать кому-нибудь какой-нибудь, ты там придурок, ты тупой, ты урод, ты козел, ты такой, ты сякой. Ну, явно ничего хорошего и, как сказать, лестного. Вот, могут написать. Вы готовы услышать их ценное, важное мнение? Конечно, безусловно. А самое интересное, на мой взгляд, это то, что, ну, там, типа, какой-нибудь Джек 777, и непонятно, кто скрывается за этим ником. То есть, что это за человек, какой у него вообще уровень всего. Ну, он потому и скрывается, что... Да? Ну да, наверное, какие-то свои внутренние проблемы он пытается выплеснуть на других людей. И... Может быть, он сидит весь обиженный такой, у него не хватает внимания, у него там у этого, там, скажем, на него не обращают внимания женщины, в коллективе его там чморят. И мужчины. И мужчины, да, у всех разная ориентация. Ну вот, а здесь он спрятался под неким ником непонятным, да, то есть некое существо, вот, особь непонятного пола, и который может себе позволить там писать гадости и вроде бы как в ответку не получить ничего. Это вы сейчас уже заранее им как бы это объяснили, who is who. Ну, это просто мое мнение, оно всегда такое было. И такие были люди всегда, как бы, это выкрикнуть из-за угла гадость и сбежать. Но есть такая фраза «со стороны виднее». И типа, когда человек высказывает какое-то мнение со стороны, а если еще вдруг он попадет вот куда больно. Не, куда больно, и мнение это не то, что из-за угла выкрикнуть «Эй, козел!» и все, и убежать. Понимаешь, его же надо обосновать, почему именно. Там просто есть хейтеры, так сказать, ну, если их разделять, есть первого уровня, да, есть второго. Второго уровня напишет из серии, что, ну, прям аргументированно, аргументированно интересно послушать. Почему бы нет? Но они напишут неприятные вещи. Ну, пусть что хотят пишут. Да? Ну, у каждого человека свое мнение. Что ж меня все любить должны, что ли? Такого ж не бывает. Ну, мне так вот, например, хочется, чтобы меня все любили. Это всем хочется, чтобы их все любили. Так, дорогие друзья, ладно, хорошо, мы продолжаем. Давайте еще, вы не подглядывайте в мои вопросики, А я только вижу просто. Чего? Ну, что-то написано. Да, конечно, все так говорят. Давайте еще чуть поподробнее, откуда мы знакомы, потому что вот эта вот вся история, ну, реально как в кино. Как из анекдота. Пожалуйста. Нет, история получилась короткая, как из анекдота. Я думала, анекдот будет. Нет. Не будет? Но если вспомните какой-нибудь анекдот, можно рассказать. Кстати, мне кажется, чуть вот так надо сделать. Чтобы нас получше было видно. Чтобы лучше видеть тебя, я уже не знаю, как мое. Подробнее рассказать, откуда просто мы чуть-чуть помедленнее. Чуть помедленнее, да? Потому что вот это пятый внук моего третьего племянника, там что-нибудь такое, это звучит сложно. Ну, у меня на данный момент второй брак. У этой моей... Есть жена, короче говоря. Есть жена, короче говоря. Вот. Ее старший сын женился на Олиной сестре. В принципе, все. Вот с тех пор мы как бы познакомились и периодически общаемся, встречаемся там по праздникам семейным. Теперь уже, да? Вот. Отмечаем дни рождения и общаемся. Иногда просто переписываемся. Все. Так, хорошо. Speech is end. Вопрос такой. Какое у вас было первое впечатление обо мне, где это произошло, именно когда мы познакомились? Ну, то есть, как мы связаны друг с другом, вы объяснили, но конкретно именно момент... Первое впечатление? Как это называется? Коллизия? Да, как сказать, оно пока и не сильно поменялось, потому что мы, ну, скажем так, не каждый день общаемся и вместе не живем, да, соответственно, потому что если бы это происходило, да, то в бытовых условиях всегда, да, как бы уже начинает выплывать
то самое коричневое, да, из-за которого люди начинают ругаться, друг друга ненавидеть, да. Вот, либо наоборот, да, терпеть это и понимать, что, ну, вот она, собственно, сила притяжения, да, людей, когда им есть о чем пообщаться, вне зависимости ни от чего. Вот, ну, впечатление было приятное. Всегда, да? Общительный... Это сейчас к вопросу о честности. Это, да, к вопросу. Ты всегда, ну, когда мы встречаемся, веселый, общительный человек. Ты придумывала всегда какие-то конкурсы. Это независимо, там, дни рождения, просто мы на даче отдыхали, вот, как раз с семьей, да, вот тогда все вместе. Вот, и было очень интересно и весело, и... Как в Макдональдсе. Ну, весело и вкусно. Да. Вот, и когда ты, собственно говоря, ушла из семейного чата, наоборот, стало несколько скучно, потому что ты всегда так... Там тишина, Оля раз поднимет разговор, и все начинают общаться, какие-то мнения высказывать. Вот, я, кстати, жду твоего этого звонка, когда ты скажешь, верни меня в чат. Дело в том, что я ушла из чата, и я думаю, что это тоже послужило причиной к тому, что я начала канал. Потому что я все, что делала в чате, оно было призвано, не призвано, как это сказать. Короче, мне нужна публичность. В чате есть аудитория. Я давай фигачить, вот, типа, есть чат, и я давай фигачить туда свои видосы, там, вот я здесь, я тут, я в туалете, я на кухне, я в магазине, я вот в Крюково стою, вот. И как бы я понимала, что мне нужно расширяться, а если я буду все время там, то... Ну, короче говоря... Ну, понятно, это будет застой такой творческий и... Ну, типа того, да. Потом, в общем, да, был ВКонтакте, появился, а теперь вот YouTube. Кстати, я хочу сказать, что сегодняшнее видео, оно возможно, ну, я не бог, конечно, но мне осталось 30 часов просмотров до того, как мне... дадут возможность подключить монетизацию. Вот. А 30 часов набрать с видео, ну, которое в виде интервью, это очень легко. И я уверена, короче, что вот сегодняшнее видео, ну не то, что уверена, я предполагаю. Я очень сильно надеюсь. Нет, ну там не то, что я надеюсь, я математически все считаю. Каждый день смотрю, сколько у меня просмотров прибавилось, потому что я жду, когда... Там надо набрать, 4000 часов просмотров. Вот у меня сейчас 3970. Осталось 30 часов. Просто сутки кто-то должен сидеть и смотреть. Сутки и еще 6 часов. Но поскольку у меня все-таки есть несколько подписчиков, вот, пожалуйста, разделите 30 часов на себя пропорционально, вот, и чтобы мне 4000, я уже подключила монетизацию. Я, правда, не знаю, что как бы за этим стоит, и вообще... Как это работает? Ну, то есть это как бы на самом деле ничего такого сильно особенного, но определенный шаг вперед. Так, мы отвлеклись. Так, еще был такой момент. Саша сказал, что только, ну не только, как-то там, типа, я сейчас точно, чтобы не врать, не буду говорить точно, что типа я цитирую, типа в районе часа мы поснимаем, типа, вот, и все. И я думаю, так, мы должны, типа, в час уложиться, вот прям вот не больше, не меньше? Да или нет. Это какой-то ориентир? Плюс-минус. Тут как бы ничего такого нету. В 4 часа моя вторая половинка заканчивает работу. У нее есть время сюда дойти. Время тоже 3:30. Ну, так мы же снимаем, мы же общаемся. Так мы-то снимаем. Вот. И мы так потихонечку пойдем домой, тоже прогуляемся пешочком. А она придет сюда, надо будет дверь открыть? Просто я привязана с микрофоном и все такое. Мы узнаем, она напишет. Так надо же запустить человека на улице не май месяц. Разберемся, еще время не пришло. Время не пришло, ну ладно, но просто я вот это почувствовала здесь какое-то вот что-то за этим стоит. Просто я смотрел несколько видео, они там какой-то был 2 часа. Да. Ну вот, как бы немножко меня пугало большое время разговора. А вы видите, вот здесь вот идет цифра? Да, сколько? конечно. Да, конечно. Еще кто-то говорил, было плохое зрение. Ну я не все плохо вижу. Господи, наебалово на каждом шагу.
Ну, зато первый вопрос был, ответ честный. Так, хорошо, первое впечатление обо мне, прошли мы этот левел. Итак, следующий уровень, 10 фактов о себе. Во. Кстати, а вы видели другие видео, где я спрашивала у людей 10 фактов о себе? Нет, честно говоря, так далеко их не смотрел. Я не буду врать. Хорошо, ну и так, вот, значит, для вас это будет, ну, не будет, а сейчас есть небольшой вот такой сюрприз и неожиданность. В общем, задача сказать 10 фактов о себе. Любых вообще, абсолютно. Я понял. Я буду калькулировать. Ну, я так-то... Я не люблю о себе рассказывать. Так, Это... мне кажется, еще неровно. Так. Я не люблю о себе рассказывать сильно. Так. Это как один из фактов. И вот остальные 9... Не знаю тогда, что еще. Ну, Что фактически обычно? вообще любые факты. Факт. Не аргументы, факты. Я люблю водить машину. Ничего себе. Серьезно? Да. А если пробки? Без разницы. Неважно, да? Неважно. Есть радио. И сейчас много чего интересного можно в тех же пробках послушать. А дом вот не слушается. А дом радио я не люблю слушать. А, то есть в машине Это радио как раз- надо принципиально другую Конечно. информацию. Нет, а просто дома я люблю, это как бы можно посчитать третьим фактом. Во-первых, я люблю играть в компьютерные игры. Так. У меня уже нету времени. И люблю смотреть фильмы. Так, уже 4. Соответственно, на радио там уже времени остается. Вот. Кроме радио, еще можно в тех же пробках, я с удовольствием, поскольку, опять-таки, не остается времени на то же чтение, а какие-то книги хочется почитать, я люблю слушать радиокниги. Опять-таки в машине, опять-таки в пробках. Так, подождите секунду, я немножко запуталась. В машине радио или аудио? И радио, и аудиокниги. Тогда это уже пятый факт, а Да, вы говорите. тут уже зависит от настроения. Так, еще, мы уже на 50%, нам осталось еще 50%. Ой, путешествовать люблю. На машине. Обязательно. А можно вот каких-нибудь там 3, 5 направлений, точек, где вы уже побывали? Без проблем. Питер, Саратов, Краснодарский край. А что там в Краснодарском крае? Море. Ну, в смысле, Солнце. я имею в виду города-то какие? Ой. Или там поселки больше, станицы, что там у них? Станица. Хуторы. Ну, был как на Таманском полуострове. А Таманском? Таманский. А Таманский. Да. Еще есть тасманский дьявол, Это- Тасмания. Немного в другом месте. Тамань. А это что-то у Лермонтова, нет, было? Да. О. Кто там говорил, что что я красивая и умна, это еще как бы неточный факт. Это еще как-то там они написали мне, что не помню сейчас слово, несомнительно, а как-то типа это не точно еще. Да, Понятно. продолжаем. Ну, какие еще города? Ну да, может быть. Анапа, Геленджик, Новороссийск. Ну, Это вот это прям- Краснодарский край? Да. Точно, да. Ну, Анапа, прям ездили Геленджик. туда именно конкретно в каждый город там. Именно мое, именно мое, именно мое, именно мое. Именно Очень, моё. кстати, понравился в Абрау-Дюрсо. Ну, потому что там винишко. Нет, там вообще очень красивое само озеро на Абрау-Дюрсо. И А это такие озеро так горы, называется? да, и там вообще просто потрясающая местность. Если люди есть из Краснодарского края или те, кто там был, они это подтвердят. Вот. Ну, а кто не был, я как бы рекомендую побывать. Получите незабываемое удовольствие. В том числе, кстати, и от посещения винзавода. Не, просто сама экскурсия интересная, а потребление вина это уже, знаете ли, по желанию. Ну, вы как желание свое? Да, было жарко, и сформировали? мы холодненький брют очень, надо сказать, Брют. бодрит. You know, брют. Мне кажется, ли у нас горизонт завален? Нет? Наверное, немножко, может, чуть-чуть, самую малость. Да. Теперь в другую сторону. Да? Да. Ладно, так уже оставим, ладно, хорошо.
Так, значит, это у нас, я немножко сбилась, было про путешествие, да? Ну, в Да. общем, еще 4 где-то факта. Ну, где-то еще 4. Еще 4, сейчас что-нибудь по сусекам там поскребем. Главное, ничего Саша о себе не рассказал. Вот. Это как раз потому, что я не хочу о себе рассказывать много. У Юлии Меньшовой, если вы знаете, есть передача «Наедине со всеми». И к ней однажды пришла госпожа Максакова, не которая Мария Максакова, а ее мама, я забыла, как ее зовут. А кто это? А это какие-то актрисы, певицы оперные, там что-то такое. Но смысл такой, что Извините за мою неграмотность. женщина, в общем, начала просто рассказывать о себе. Вот. А Юлия Меньшова ей говорит, а ничего, что мы готовились, там, ну, вопросы писали. Она говорит, ничего страшного. Вот. И так, о чем мы говорили? О том, что я о себе почти ничего не рассказал. Ой, нет, это была другая история, господи, совсем перепутала. Но, в общем, там была одна женщина, которой задавали вопросы, и она постоянно давала ответы, из которых было ничего не понятно. И в конце Юлия Меньшова сказала, что, ну, как-то вот вы, да, о себе не очень рассказали. Она говорит, это была моя цель. Она говорит, если это было вашей целью, то, ну, я вас поздравляю, вы абсолютно прекрасно с ней справились. Ну, интересно, очень даже интересно. Так, еще 4. Ну, может быть, на что-то намекнуть? Ты даже не знаешь, что Вообще, я не знаю, на что намекнуть, но это как бы вы. Я понимаю. 4 не так много. То, что 6 позади, мне кажется, это очень высокая мотивация. Ну, фактически же ничего не сказал. Ну вот уже Вот как осталось еще сказать то, чтобы ничего не сказать? 4 уже осталось. На самом деле, я не знаю. Ну, я не хочу подсказывать. Ну, может быть, мы пока дальше пойдем, а эти 4 где-то дальше. Не-не-не, мы сейчас 4 вот покроем, так сказать, закроем вопрос и дальше двинемся. Я боюсь, сейчас будет долгая пауза. Ничего страшного, посидим, я чайку попью. У меня здесь вот пол-литра, чашечка. Вот, дорогие друзья, мы заготовили. И наши зрители просто разбегутся. Не разбегутся. Они смотрят на 0,2 ускорение. В смысле, не на 0,2, а 2х ускорение. И такие вещи пролистывают. Ну, прокликивают. Вот. Можем передать привет Людмиле Анатольевне, она-то уж точно будет смотреть. Она смотрит, ей нравится очень интервью. Она говорит, что интервью ей больше нравится, и когда какие-то мои монологи, она вот их особо не жалует. А интервью все смотрит. Но я замечаю по каналу то, что, честно говоря, как бы мне... Ну, там не то, что приятно или неприятно, но я спокойна. Мне главное просмотры, главное вообще, чтобы быть в кадре, неважно. И то, что вы рядом или кто-то еще рядом, ничего страшного. Главное, чтобы мне какая-то была долька. Вот. А тем более здесь вообще 50%, как бы это очень... существенно, поэтому... Так, может быть, это Людмила Анатольевна все 3970 не, часов это нереально, это очень много, это очень долго. Так она по несколько раз просматривает? Не, это не в ее стиле. Нет. Исключено. Мы обсуждали ее паттерны, как сейчас модно говорить, поведения. Как она просматривает видео. Ну, то есть есть люди, которые, вот я, например, если мне интересно, я включаю и я смотрю, ну, как бы... От начала до конца. Да, без всяких перемоток, без всяких перескакиваний, перекликиваний, без всяких, как это называется, ускорения там или что-то. Ну, понятно, да. Вот, мы паузу за это, как его... Заполняем. Вы уже что-то придумали? 4 факта. Если вы рассчитываете на то, что я об этом забуду, то не получится. Не знаю, когда-то я очень много пил. Фига себе! Почти был алкоголиком, да. Да? А да. когда? Ну, уже давно. Ну, дело в том, что я убеждена в том, что как бывших наркоманов не бывает, так и бывших алкоголиков не бывает. Бывает ремиссия. Ну и психбольных тоже, в принципе, тоже. Бывает... Ну, значит, у меня ремиссия. Ремиссия? Или нет, ну как, это вот пауза между... Ремиссия — это когда... Да. Да?
Ну, тогда. Все более-менее Может спокойно. быть, я не знаю. А какие вы напитки предпочитали? Крепкие. Ну, а что-то было конкретно? Ну, водка, коньяк, виски. А эти, как их называют? Шмарики, шарики, фонарики, шандрики? Шкалики. Да, вот что-то такое. Нет, я всегда считал, что вот А это что это такое? Это спирт, по-моему, да? Нет, шкаликом называют маленькую бутылочку такую, типа 150-200 грамм. Вот это. А я думала, это когда спирт покупают и... Нет. Нет, я всегда считал, что на это тратить деньги не имеет никакого смысла. Лучше взять, наоборот, бутыль побольше. А пить почему вы начали? Не от хорошей жизни. Нет, Да, сначала от хорошей, а потом кстати, не от да, хорошей. бывает же по-разному. Сначала от хорошей, да? Да, Радовались? сначала от хорошей, да, радовался. Ага. А сколько это длилось? Ты так вот прям с лету не скажешь. Ну, наверное, лет 15, да, так это. В смысле, 15 лет пили? Да. Ну, не то, что прям вот я не просыхал. Ну да. Просыхал. И А снова. вечером опять пил. Ну, понятное дело. А вот это вот, у вас было дно? Дно? Да, когда вы все поняли, это уже impossible, невозможно. Ну, нет, когда все понял, такого не было. Был просто момент, когда вот нынешняя супруга, ходя еще, как говорится, в подружках, да, в невестах, сказала, либо алкоголь, либо я. Чуть-чуть я подумал, что мне она намного приятнее, чем алкоголь. И решил бросить. Я восхищена и поражена и удивлена, потому что очень многие, ну, как бы у нас дедушка по маминой линии, Людмила Анатольевна. Кстати, можно сказать, что я практически без спецсредств бросил пить. А что такое Еще спецсредства? Ну, зашиться некоторые. Ну, это все там, фигня. Это вообще, это просто самое, это как это воду заряжать. Вот примерно так же. Не знаю, у нас вот некоторые знакомые зашились и правда не пьют. Боятся. Боятся. Просто для кого-то страх является вот этим вот моментом. Стимулом. Да. А для кого-то нет, и ничего, никто не умирает, и не взрывается, и т.д. и т.п. Ну ладно, я алкоголик тут такой сейчас буду. Хорошо, тогда такой факт, что я вот сам просто в один момент, в одночасье бросил курить. Опять-таки без специальных средств. В моем шоу не хватает аудитории. Такой зрительного зала. На смартфоне подготовьте аплодисменты, И как они смех включают. закадровый, Да. Так, подождите, вы меня с этим алкоголем так удивили, Но поразили. в принципе, два факта всего Про осталось. курение, да, и еще двоечка осталась. Вот. Так что вот такие дела. Даже не знаю, кстати, про алкоголь. Как за два факта пойдет? Это что был алкоголиком и бросил? Или это как один? Если вам очень хочется, можем сделать скидочку. По-родственному чисто. Да, свои люди сочтемся. Да, ну хорошо, давайте финалочку что-нибудь бомбическое тогда. Не бомбическое? У меня два глаза, да? Факт. Нет, что-то бомбическое, это слишком... Не хочется мне что-то бомбического. Давай что-нибудь, может, еще такое простенькое. А я не понимаю, что такое очень бомбическое и очень не бомбическое. И что там хочется Ну, вам, есть, что не то, хочется. есть то, что все равно как бы обо мне знают, узкий круг людей, О допустим. май гад, я да? чего-то не знаю. Да, но внимать это, ну, так на публику совершенно не Надо хочется. срочно возвращаться в чат, может, пока меня там не было, что там было сказано. очень Не-не-не, ценное. там вообще... А, не там, а где Не. искать информацию? Ну, давайте что-нибудь, гряньте нам что-нибудь. Да, маэстро. Маэстро, да. Вмажьте нам что-нибудь. Ой, ну, не знаю. Не, Давай вы, пока, вы вот зна- дальше. Вы знаете, вы Да. просто, может, не готовы там о чем-то Не говорить. готов. Да, ну что-нибудь из того, что Ну, более-менее... я не готов. Ну, О чём? один остался фанк, нам надо уже закроем вопрос и дальше спокойно. Ла-ла-ла-ла-ла, побежим. Без долгов, как знаете, эти хвосты в институте, без хвостов. Без хвостов.
фасту проще было бы подготовиться, понимаешь, чтобы его задать. А поскольку я даже не смотрел видео, Извините меня! не представлял извините все меня. формат, Вот. вот. Так вот с неподготовочки, между прочим-то, Вот как люди сильно отличаются? Меня спроси, я хоть 100 фактов о себе буду говорить. но видишь, как ты любишь о себе говорить. Есть люди, которые Нет, не я, любят ну, или... и о себе, и вообще говорить, и быть в центре внимания, вот это вот вся история. Нет, ну, быть в центре внимания иногда, после пару рюмочек. Не, я без рюмочек. Но у меня, видимо, что-то такое в моей биохимии мозга, что у меня там постоянно пара рюмочек сидит. И допинг не требуется. Вот. А есть, вот, понимаешь, где-то в процессе что-то я вот, ну, рассказываю о себе, да, но опять-таки, вот ты задаешь вопрос, какой-то ответ, какая-то история. Так, сейчас пойдем, тут еще вот Ну, просто я понимаю, застряли на а вот- фактах. Ну, один какой-нибудь факточек, факточек, факточоночек. Просто я сижу, я уже столько фактов о вас придумала, просто вообще миллион. Ну, скажи. Нет? Ну, у нас формат такой, что человек сам. Я же не могу Человек рассказывать сам. о себе сам, ну, в смысле, вы поняли все. И зрители мои тоже все поняли. Даже часы не тикают. Даже у нас нет никакого этого звукового сопровождения. Ой, ну что? 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 Что-то сказать надо, один факт. Один уже остался. Вы 90% уже все, как бы, и один остался, 10%. Ну, как-то не хочется скелетов доставать. Да при чем здесь скелеты? Я говорю факт. Мы же не 10 скелетов обо мне, а 10 фактов обо мне. Да я так понимаю, что тебе они нужны для того, чтобы дальше продолжить разговор? Нет. Нет? Нет, мне хватит своего добра. Вот видите, много еще написано. Ну, хорошо. Хорошо. Я много изменял первой жене. Вот это бомба! А много это сколько? А вот давай вот это уже как бы все, хватит. Хорошо, ладно, окей, хорошо. Итак, дорогие друзья, мы прослушали 10 фактов о себе, а следующая рубрика 10 фактов обо мне. Можете говорить все, что угодно, все, что знаете, ну, разве что желательно, чтобы это был факт, а не какие-то ваши придумки. А то сейчас напридумываете. А то там он мне в интернете, там что только не придумывают. Серьезно? Ну, из того, что я слышала, например, что я совсем не знаю английский. Да не знает она вообще никакой английский. Конечно. Посмотрите на нее. Вот, или что я действительно беременна. Вот. Нет, ну то, что ты один из фактов действительно поправилась в последнее время, Спасибо. это есть. Отличный первый факт. Хорошо, дальше. Но тебе хорошо. Ну, правда. Такая свеженькая. Да, булочка из духовочки. Не знаю, по мне Оля всегда веселый человек. По крайней мере, когда мы встречаемся, было как-то, мы приходили сюда, как раз, и тебя не было, но не было, как ты была у себя в комнате. Мы как раз Людмилу Анатольевну спросили, типа, а что Оля не выходит? У Оли плохое настроение. Поэтому Олю в плохом настроении лично я не видел ни разу. А видосы мои какие? Вы вообще, походу, ни одного видоса не смотрели. Прокликивая. Да я просто так А вот я, честно, не понимаю, выборочно. а смысл смотреть видос, прокликивая? Там же ничего не понятно. Мне просто интересно, вот, ну, какое-то небольшое развитие есть. Ну, вот, понимаешь, допустим, видос с собой я тоже смотреть, наверное, не буду. С собой? Да, вот этот. Или просто прокликну.
вот так же пробегусь, посмотрю, как я там выгляжу, ужасно. А видос, например, с Людмилой Анатольевной вы смотрели? С Людмилой Анатольевной, кстати, я его что-то даже и не видел. Он существует. Существует. Еще и с Сергеем Борисовичем, еще и с Марией Сергеевной. С Сергеем Борисовичем, да, я помню, что-то было. Но не смотрели. Понятно. Дело в том, что я, честно говоря, очень люблю формат короткого видео. Ну все, спасибо, дорогие друзья, за внимание. Нет, это твое шоу. Я рассказываю про себя. Да? То есть я люблю формат короткого видео. И, допустим, вот как у многих на канале 10-15 минут видео, то есть и люди порой, да, специально себя даже ограничивают. У многих нормальных людей. Но это не распугивает аудиторию в плане того, что долго бывает, ну вот как у нас, да, получилось, вот эту паузу мы заполняли чем-то. Мы. Мы. Вот. Я боюсь, я бы это вот не выдержал бы, эту паузу, вот я бы ее бы все равно бы так. А если взял вдруг, бы молоток и просто... И вдруг бы наткнулся бы на интересный, да, какой-то вот кусочек рассказа, то в этот момент бы вот вернулся бы назад, да, посмотрел, с чего начался рассказ. Вот. А вы знаете такое, например, Дудь? Слышал. У него там видосы по 4, по 3 часа есть. И смотрят по 11 миллионов просмотров. Да, нет, ну это бы я не смог. Про Колыму, например, там у него популярная. Но у него вообще формат какой? У него вообще формат интервью, но иногда он делает какие-то... Ну, честно, я про Колыму не смотрела, поэтому я даже не могу сказать, что там. Ну, что-то типа, наверное, как вот Колыма, вот я, вот лес, тра-та-та, а вот здесь то, все. Ну, понятно. Вот вам как бы вариант. Ну, я смотрю определенные эти направления каналов, в основном связанные с техникой, как правило, компьютерной, и с видеоиграми, ну, что-то какие-то бывают новостные или познавательные. Ну, это как любимый формат. И вот так вот больше, то есть вот я знаю, что многие там смотрят разных блогеров, вот очень известные, там, но ни одной фамилии не могу назвать. Вот, потому что когда их приглашают в какие-то передачи, да, я понимаю, что этот человек там очень известен, там все прям его вспоминают. А вот в таком-то видео вы там тот сказали, а в таком-то... Да. У меня, кстати, так делают. Я не знаю. Серьезно. Я вот не знаю, к сожалению или к радости, но я этих людей не знаю. Не потому, что они плохие или хороши, ну, потому что они мне не интересны. Поэтому Дудь, я просто слышал, что есть, да, вот такая фамилия знакомая. Факты обо мне. Ну, Оля, ну, не знаю, вот здесь даже меня не мучай, потому что, ну, не так мы много знакомы, да, вот. Для меня самый факт. Подождите, что... отговорка, я не хочу говорить о себе, я поняла. А теперь обо мне. Это же не о себе. Говорите все, что мы достаточно, мне кажется, общались для 10 фактов. А сколько мы уже назвали? 2. 2? Оля не была Ты веселой. показала 3. Нет, я загибаю. Оля не бывает не веселой. И... Что же было первое? Я вспомню, пока перейдем к фактам. Ну, Оля в обычной жизни, вот если что касаемо праздника, Оля всегда у нас затейница. Ну, правда, это есть. Да? То есть всегда придумать конкурсы, развлечь друзей, родственников. Тамада хорошие, конкурсы интересные. Вот, у Оли всегда, да, вот это и есть. Потому что я до сих пор с удовольствием вспоминаю, как мы были на даче, и, в общем-то, завести нас на конкурсы, и при этом поднять Людмилу Анатольевну, которая сидела, говорит, я не буду, я ничего не буду делать. Стандартная реакция. Вот. Было как бы весело. Не как бы, в смысле, а было весело. К вопросу о честности. Да, слова-паразиты. К вопросу о честности. Да, я честно говорю. Что еще о боли? Я, может быть, немножко, как сказать, Давай. там не то, что подсказку, типа,
Ну вот как бы любые самые простые факты, потому что вы думаете, может быть, надо что-то прям вот изобрести, велосипед? Я не думаю. Нет, не думайте. Просто, ну, типа, очень много всего, чего вы знаете, но не знают мои зрители, потому что, как минимум, мы очень много, ну, я не знаю, там, 10 раз мы встречались и сидели, там, какие-то посиделки, может, даже больше. Ну, раз 10. Вот за одну встречу по одному факту можно набрать? Ну, у Оли бывает настроение, когда она любит поплакать. Так. А иногда, кстати, даже просто сентиментально. Вот. Оля любит пожаловаться на близких. И причем, чем ближе человек, Тем больше жалоб. тем больше жалоба, да. Так. Вот. Поэтому не приближайтесь, дорогие друзья. Оставайтесь на дистанции, иначе вы можете огрести. Ну, Оля умеет удивлять. Одно из удивлений было это, когда, опять-таки, в семейном чате появился некий молодой человек, такой, почему очень приятный, чуть не бритый, с которым вы что-то готовили на кухне. Это еще, когда на однокомнатной ты жила в квартире. Чуть не бритый молодой человек, мы Ну, что-то такой, готовили. да, ну такой приятный. И мы так думали, о, Оля себе наконец молодого человека нашла. И можно он еще- как-то сразу пропал. А можно еще что-нибудь о нем, чтобы я поняла, кто это? Потому что Не, я... ну это было когда уже, наверное, год-два назад. Ну, я Так вот предполагаю, о нем уже кто мало, это, честно. но разве он Ну и был не хорошо. бритый? Ну, в общем, какая-то просто... Легкая небритость. Легкая Вечерняя небритость и щетина. легкое мое не совсем понимание, и я вообще такого не помню. Зачем я в семейный чат? В принципе, это, конечно, на меня похоже. И причем именно только его. То есть даже тебя не было, ты 2 или 3 видео с ним. А что он готовил? Да я не помню, картошку вы что ли жарили, или салат какой делали, я уже не помню, Ладно, честно. нет, ну, короче, самое интересно. Окей, Ну, это уже 6, осталось 4. Опять начинается неудобная пауза. Ничего, мы вывезем ее. Вывезем. Вывезем, что же делать-то? Ой, что еще о боли, я знаю. Да. Что при всем при этом все-таки Оля любит своих родных. Сестру очень любит. Мне так показалось. Сейчас начнутся слезы. Вот сейчас мы увидим, как Оля плачет. Так. Но правда любит. Вот. Ну, любит. А еще больше любит, когда от родных внимание. Вот это однозначно. Это уже второй это, наверное, факт? это, наверное, самое дорогое. Вот, мне кажется, для Оли, когда не от чужих людей внимание, да, не публика, аудитория, а именно когда свои близкие все-таки. Я была уверена на 100%, что я не буду сегодня плакать. На 200%. Извини, Оль, я... Не то что в этом, просто это я удивительно. Не хотел. Я правда не хотел. Да нет, ну не знаю, кстати, вопрос... Это просто мои ощущения действительно о тебе, что несмотря вот на все, что ты там о себе говоришь, и тебе Я поняла. все-таки ближе, чем вот близкие люди, родные. Я поняла, вы сейчас говорите какие-то свои ощущения, а надо было факты. И не было бы никаких слез. Но по факту же. Ладно, хорошо, еще 2. Ой, еще два. Оля не любит мыть посуду и убирать свои вещи. Совершенно верно. Вот тут прям яблочко. Отличные факты, И заодно прекрасно. поднял настроение. Да, так, вопрос был еще такой, как бы, сейчас он уже, наверное, очень нелепо звучит, но тем не менее я его задам. Вы смотрите мой YouTube? Ну, смотрю, но не настолько внимательно, насколько... Насколько обязательно. Да, насколько просто посмотреть, что там моя кумана снимала. Так, хорошо, если есть такая возможность, 3 вещи, которые нравятся, 3 вещи, которые не нравятся. Ну, это, конечно, относится к разделу вкусовщина, ну, то есть вам нравится одно, другому нравится другое, ну, так, Конечно. чисто для сбора какого-то фидбэка, чтобы я не придумывала там, кому что нравится. Я понял. Ну, это из любой области, да, что нравится? Ну, 3 плюса, как бы 3 минуса. Я понял. Я очень люблю домашний уют. Я такой человек, в принципе, несмотря на то, что я говорил, что я люблю путешествовать, я человек домашний.
Вот, для меня очень важно, чтобы меня дома ждали, семья и вот какое-то тепло, да, вот пришел домой, всё, да. Второй факт. Сейчас, а вот Да, уют, это как понять, вот человек душевный уют. Вот, ну, типа, если человек приготовил там 5 блюд, вы заходите, а он спит. Это душевно? значит, да, он ждал меня. Не важно, что не дождался. Да, хорошо, а если... А вот приготовленное, это уже говорит о том, что он потратил день на то, чтобы я пришел и порадовался. А если он приготовил, вы приходите, а он не спит, а смотрит программу «Мужское-женское» или мой канал. Я присоединюсь. А, то есть это тоже уют? Да. Ну, то есть не то, что вы То будете ревновать, что вот ты выбираешь какой-то там Гордона какого-то с этой Барановской, а я вот тут ничего не значу для тебя. Нет, совершенно. Все готово. Все, садимся вместе, едим и смотрим, что хочешь. Нет, вместе никто не сядет. Не сядет? Нет, скажет, вот, тихо-тихо, сейчас вот это вот. Да не вопрос, я органы опеки там. Я себе положу в тарелочку и все равно сяду рядом. Все, я поняла, хорошо. Да, еще. Что люблю? Люблю хорошие фильмы. Вот что прям вот сел, неважно сколько он идет, там час или около 3 часов. Но чтобы вот как рот открыл в начале и в конце только закрыл, и не понял, где это время было. Ты был там. К сожалению, сейчас, наверное, таких не очень много снимают. Ну, только разве что мой канал, конечно. Да. Не знаю, что еще люблю. Ну и при том, что я это самое, все равно люблю ходить в гости. Вот пообщаться. Чисто пообщаться. Я поняла. Ну и покушать вкусно. Хотят. А в каких пропорциях покушать и пообщаться? Ой, в одинаковых, желательно. Вот то есть, если хозяин не очень, но еда вкусная, можно прийти. И наоборот, если еда не очень, а хозяин вот такой мужик там прям, или такая бабища прям, вообще супер, надо идти. Ну, тут так. Ну, я, кстати, могу тоже придумать много вариантов людей, которых еду я вообще ей даже не притронусь, вот, но я пойду в гости, потому что они прикольные, да, либо наоборот я пойду к человеку, который, ну, как бы так. Да, кстати, очень часто бывает, что вот ходишь к людям из-за того, что вот просто тянет на общение с ними, очень интересно, да? Магнетичные, да. Вот. Не люблю. Ну, наверное, этого никто не любит. Я как-то сейчас банально скажу, но это, наверное, какое-то предательство в отношениях, какую-то холодность, да? То есть именно в близких отношениях. То есть это вот не обязательно, я имею в виду супруги, да? А, скажем, даже друзья, да, ты там человека, ну, просто как пример, ждешь, а он не приходит к тебе, потому что не хочет, но лепит отмазки. И ты понимаешь, что он тебе врет. Вот это неприятно. То есть лучше бы человек прямо сказал, ты знаешь, там, Сань, вот сегодня, ну, вот вообще нет желания из дома вылезать. И завтра, и никогда. И завтра, тебя да, не хочу видеть. Типа давай через недельку, может быть, созвонимся. Да, мы там встречаемся, может быть, по работе, ну я к примеру, по работе каждый день и так общаемся, иногда хочется, да, неформально посидеть. Ну не получается. Ну лучше прямо сказать, что ну, вот, ну, не получается. А знаете, есть люди, которые не умеют говорить «нет». Ну им некомфортно отказывать. Ну, понимаю их. Вот. Может быть, вот этот товарищ как раз из той категории? Я не про такого товарища. Такого товарища я бы еще не приглашал. Я просто как пример привел. Некий. Ну, как, чтобы люди понимали, что именно я имею в виду, что я не о том, что сейчас решат, что я говорю банальности, да, там, что любимый это не любимый, если он там обманывает, да. Вот. Что он тебя не любит, бросай его, такие не нужны. Нет, я говорю вообще в принципе, вот, ну как бы лучше, вот. Не знаю, что еще не нравится. Не нравится. Не нравится, наверное, когда тебя напрягать начинают чем-нибудь.
Бывает такое, да? Когда знают, что только ты это можешь, и вот все просят, ну приди, ну сделай, ну пожалуйста. Я ни на что не намекаю сейчас. Вообще ни на что. Про честность мы вначале самого выяснили уже. Вот. Ну вот. Вы просто очень много чего можете сделать. У вас большой спектр услуг. Ну да. Это в плане смастерить что-то, имеется в виду. Оля имеет в виду, что много всего по реально. дому что-то. Вот, тут в квартире можно, знаете, в каждом углу находить, что можно вам это доверить, да? Да. В чем и не бояться, что... Да, в чем вы разбираетесь. Вот. Ну, что еще не люблю? Не люблю. Зиму не люблю. Вот реально. Просто холод меня убивает. У меня даже вот осенью в определенные моменты, вот не когда листва желтеет, да, это еще так более-менее, а когда уже начинаются дожди и ветра, вот у меня такой осенний депрессняк. Я его, конечно, ничем не глушу, кроме, собственных уговоров, что типа успокойся, пройдет зима, наступит весна, и все будет по-прежнему. В смысле, хорошо и тепло. Но вот такой депрессняк, он внутри меня присутствует. Я, правда, им стараюсь родных и близких не напрягать, но чувствую себя крайне некомфортно в такие вот дни. Ну, вот. Да? Да, все. Да, пожалуйста. Сейчас как бы я сидела в некотором таком удивлении, потому что я спросила 3 плюсы и минусы моего YouTube-канала. А я думал что я люблю. Что вам нравится у меня на канале и что не нравится. На канале нравится? Да, и вы так начали хорошо рассказывать, я думаю, в принципе, эти вопросы тоже хорошие, да? Хорошо получилось. На канале, Оль, поскольку я честно сказал, что канал вот так вот не смотрел, поэтому мне очень трудно сказать плюсы и минусы. Есть люди, которые вообще не видели. Я Вы понял. видели хоть что-то. Вот как вы вот так чисто 1, 2, 5, 10 впечатление. Я понял. Значит, впечатление. Как я говорил, я просто люблю короткие видео, да, чтобы вот... Короткие помнишь, как это? 10-15 минут. Помнишь, как в этом, говорит, тост, он должен быть как пуля. Четкий и быстрый такой. Туф. Вот. Нравится то, что ты поднимаешь разные темы со всеми. Да. Вот. Как бы не стесняешься ничего, не разные боишься. Вас какие заинтересовали больше всего? Потому что у меня очень разные. Но то, что ты была откровенна про себя, скажем так. Когда ты про себя много себя рассказывала, и как ты лежала в больнице, и все, то есть это вот А прям... вам не до фонаря? Я бы, наверное, не смог бы. Вам не до фонаря, вот лежала я в больнице или нет? Вот мне просто... Как к близкому человеку до фонаря, но мне просто удивительно, как близкому человеку до фонаря. Как родне. Вот. Но то, что ты смогла об этом рассказать как бы всем, и то, что ты смогла рассказать, что когда-то участвовала в эскорт-услугах, для меня это был шок. Не то, что ты участвовала, как бы каждый выбирает свой путь сам, а то, что ты смогла это рассказать. Потому что я говорю, мои скелеты просто уже из ящика вываливались, я не могла больше. Я каждый день, причем не забываем о том, что кем я работала, в смысле английский. Да. Вот, да. И тут мне приводят этих прекрасных деточек. Кстати, я тоже хотел давно спросить, но все как-то не было повода. Пожалуйста. Как мамашки-то потом отнеслись после того, что они узнали? Дело в том, что двум мамам я сказала, я их позвала как на родительское собрание. Вот на кухню посадила и сказала, так и так. Через 2 недели эфир. Программа была уже снята. Вот, и говорю, вот будет такое, я просто, я не знала, какой будет резонанс, узнают они, не узнают, там, и т.д. и т.п. Одна сказала, мне все равно учите моего ребенка английскому языку, потому что им очень нравилось, как я преподавала, им очень вообще все нравилось, и она очень злилась, то, что я ей сказала, что я не хочу преподавать. Вот, я же, по сути, сама отказалась от этого. Это я помню, вот, и другая тоже сказала, ой, Оль, вы хотели меня этим удивить? Типа, я работала в казино, там, крупье или что-то такое, и типа,
Там у меня была какая-то близкая подруга, которая тоже как бы... Плюс 90-е там какие-то вот лихие были. Вот, и как бы вообще спокойно отнеслись. А некоторые очень тихо, без каких-либо комментариев там из серии: вы что, а не охуели ли вы, Ольга Сергеевна? Вот, и одна мне еще в конец как бы... Вдогоночку. Как это... весна, другая, убегая, что-то кинулась в снегу, стихотворение: лишь прекрасней стала наперекор врагу. Другая, убегая, что-то там снялся в снегу, и лишь румянец стал. Не помню. Вдогонку мне этот снежок из серии: Ольга, научитесь разделять личную и профессиональную жизнь. То есть ей вообще было пофигу, чем я занимаюсь, лишь бы я учила ребенка. Вот ей это было очень-очень важно. Им нравился результат, им нравилось там, что ребенку нравится, все такое. Вот, и, вот такая история. Ну, кстати, судя по тому, что вот когда мы были на даче, ты еще удаленно занималась с одной девочкой. Да, как она мне мозги вскрывала, это вообще. Слушай, ей нравилось с тобой заниматься? Ей нравилось, еще как. Потому что я такая, чики-чики, джага-джага. Вот, но я не хочу этим более заниматься, я хочу чики-чики, джага-джага на более широкую аудиторию, а с детьми я не могу все темы, что я им про эскорт буду рассказывать? Нет, здравствуйте, конечно. Меня зовут Ольга Сергеевна. Сегодня тема эскорт. Первое, как попасть в мир эскорта, потому что, кстати, для многих это является каким-то, типа, где эта волшебная дверь? А где этому учат, да? Да. Вот. У нас что там уже, тайминг? Не, все нормально. Вопрос следующий. Чем вы занимались сегодня до нашей встречи? Какое было настроение? Чем занимался? Да, в общем-то... Подождите, вы меня сбили. Факты еще 4. Подождите, какие факты? Да, про канал. Да, сбили, извините. Всех обвиняю. Что за женщина? Ой... Оль, честно говоря, давай правда, про факты о канал немножко пропустим. То, что короткие видео нравятся, то, что открытость. Да. Не знаю, может быть, меньше себя все-таки пинать, потому что были у тебя видео, когда ты просто каким-то самопоеданием занималась. Хорошо. И, наверное, пожалуй, все даже в принципе из моих замечаний. Хорошо. Правда, если бы я прям смотрел бы все видео от начала до конца, может быть, что-то еще бы набралось. А как вам название? Сейчас будем... Название-то? Название-то так, как это называется? Не помню умного слова. Провокационное? Эпатажное? С дурноцой. Это умное слово? Наверное. Так, да, чем занимались до нашей встречи? Сегодня день? Да, как настроение? Вы же понимали, что вас ждет? И как вы к этому... Нормально, Нет, внутренне я немножко нервничал, потому что у меня никогда не было никаких интервью. А так с утра отвез супругу на работу, приехал домой, там домашние дела. Помог ей прибраться, пока ее нету дома. Поиграл в компьютер, собрался, сошел по дороге за песчинками и пришел. Прекрасно. Так, вопрос. Раздражает ли вас следующий вопрос? Какое у вас хобби? Не раздражает. Абсолютно не Вообще раздражает. Не раздражает. Хорошо, какое у вас хобби? Поскольку хобби это обычно называют некое собирательство, коллекционирование, сейчас никакого нет. Такого, чтобы кто-то, я знаю, из мыла делает всякие фигурки, картины, прочее, да, кто-то что-то собирает. У меня сейчас такого нету, честно говоря. Хорошо. Чем вы будете заниматься после того, как мы закончим наши прекрасные съемки? Встречу с супругой, пойдем домой, заглянем по магазинам. Вечером сядем, посмотрим какой-нибудь фильм. Может, пивка выпьем.
Такой обычный вечер семейного человека. А пивко вы вместе пьете или только вы? Нет, только я. Понятно. Выпьем пивка, может быть. Ну, она может что-нибудь другое попить. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Есть ли у вас сестра, брат, из полной ли вы семьи или нет? Есть ли у вас отчим или мачеха? В общем, как все детство проходило, где это было, как это было? В общем, экскурс в прошлое. Я понял, в 2 словах. Да, я сам из Москвы, у меня полная семья, мать, отец. Вот. Отец в прошлом году умер. Царствие небесное. Да. Семья полная, но из какого вы района? Гальянова. Это, кто не знает, метро Щелковская. А я знаю. Вот. Семья у меня полная. Братьев, сестер, родных нету. Вот. Так как, были у мамы свои проблемы женские, и я как 3-й ребенок, но 2 просто неудачных. А они вообще не родились? Беременность неудачная, да, вообще не родились. Вот. То есть вы были супер желанным ребенком, супер просто... Да. И сейчас также мама до сих пор еще считает ребенком, оберегает, дает советы. Ценные, полезные. Да, сына шапочку носи, там носочки одел, курточку застегнул. Сопельки потереть. Да, мама есть мама, это нормально. А сколько маме было лет, когда вы родились, и папе? Папе, по-моему, сейчас 25, маме, наверное, 23 получается. 22, у них 3 года разница. Понятно. А чем они занимались профессионально? Профессионально? Отец, он закончил институт химического машиностроения, по-моему, так он назывался. И он ездил с буровой, они исследовали, где у нас нефть. Вот он и в Средней Азии был, там и в Башкирии, и, в общем, где у нас месторождение нефти все находятся. И в Казахстане, и в Ростовской области, везде был. Вот. Мне интересно, какой процент моих зрителей знает, где у нас месторождение нефти? Откроет пусть карту. Да, атлас. Атлас 7 класса. 7 класса, да, там все есть. Вот. А мама, она на швейной фабрике работала, швеей. А швейная фабрика на какой станции метро находилась? Ой, сейчас скажу. Это в Москве. Как она? Щербаковская. Это Бауманская? Швейная фабрика. Где-то в районе Бауманской, Электрозаводской. Я поняла. Так, а как у вас происходило воспитание из серии «Кнут-пряник» или «Мой сыночек самый прекрасный, чтобы он не сделал», или вообще там на каждом шагу? Кнут-пряник однозначно, и причем, как сказать, делаем какие-то уроки, я что-то не понимаю, мама в слезах, я в слезах, потому что она пытается объяснить, понимает, что я что-то не могу догнать. Я не понимаю, что она мне хочет сказать. Она чуть ли не хочет уже с ремнем, но при этом ударить не может. Жалко. Но пару раз все равно получал. Вот. Как-то так. То есть не было такого, что мой сыночек самый лучший. А это было каждый день вы так уроки делали? Нет. Со слезами? Нет, это какие-то определенные темы, какие-то это самое. Какие у вас любимые были, в кавычках? Ой, да я не знаю. Предмет хотя бы, какой у вас самый тяжелый давался? Самый тяжелый? Всегда, я даже не знаю, тяжелым для меня почему-то была русская литература всегда такими тяжелыми. А что касаемо
Ну, точных наук те легко давались. Были, конечно, темы, которые нужно было мне разжевать, но потом, если я вник, то все, дальше уже... Я тут вспоминала недавно, параграф один учила по физике, когда передается тепло, температура, что-то 3 вида теплопередач, что ли это называется, что-то. Ой, может, я уже сейчас не вспомню. Не Надо просто вспомните? открыть, посмотреть, да. Не скажете, да? Понятно. Ладно, а папа как воспитывал? Принимал участие в воспитании или у него были другие функции в семье? Ну, принимал, конечно, но, как правило, мы больше с мамой общались. Почему? Потому что к тому времени она работала на заправочной станции, когда я уже учился в школе. И это было... Как-то она неожиданно сферу сменила. А потому что очень удобный график, сутки трое. Получается, она 90% времени проводила дома. Вот. Ну, а отец, поскольку у него обычный рабочий день, 5-дневный, тем более приходилось ездить со Щелковской на Бунинскую аллею. Нет, не площадь Ильича, господи, как она называется, там, где был завод ЗИЛ. Тульская. Нет. Нагатинская. Добрынинская. Нет, это на шоссе энтузиастов. Метро не помню сейчас ближайшая какая. Шоссе энтузиастов. А там есть площадь Ильича? Это ближе к центру, а это... Марксистская? Где-то там... Уже все, я уже не помню, все я могу открыть карту и просто Давайте посмотрим. Я люблю четкость в этих вопросах. Мне очень важно, где папа работал. И поэтому у него дорога туда и обратно занимала время. Естественно, когда он приходил и что-то было непонятно по этим самым, по урокам и прочему, авиамоторное, да. Прикольно. Так, а я забыла, вы были в армии? Да. Как это было, расскажите? Это же вообще, мне кажется, армия в жизни, хочется сказать, любого человека, но это у нас только это мужчина, но это нечто ни с чем не сравнимое, я даже не знаю, как это, вы так не считаете? В общем-то, да. Хотя, если я скажу, что я служил, меня бывшие сослуживцы закидают камнями. Я именно был в армии, да. Я был киномехаником там. Нет, конечно, учебную часть я прошел. Где-то 2-3 месяца. Учебная рота, через которую проходят все, где, естественно, все это то самое. И физическая нагрузка, и, понятно, в общем, там все равны. А потом я как-то так попал в клуб солдатский, там разговорился, да, тогда еще с моим, как это называется у нас, дед, старослужащий. В общем-то, нашли общие темы, он меня порекомендовал начальнику клуба, в общем-то, я стал тоже. Потом, когда он уволился, я уже Вас в армии били? Было немного. Как-то это была плановая такая какая-то история? Плановая история, да. Серьезно. Серьезно, потому что, я общалась, да, это так и бывает. Приветствие, welcome такое, да, welcome было, да. Потом вроде как-то мне удалось все-таки с людьми, с старослужащими. Во-первых, когда я был уже, я не знаю, такого, как показывали в фильмах, когда перед тем, как уходил я, да, что там вообще такой беспредел творится, уже, у нас в части, по крайней мере, не было. А где вы служили? Я служил в Тульской области, недалеко от Мценска. Получается, на границе где-то Тульской, Орловской области. Да, я как раз задумалась об этом. У нас уже такого не было. И, в общем-то, как-то старослужащие, первые дни приходили, ночью нас гоняли, отжиматься там, как говорится, в грудь пробить и все. Но потом мы, не знаю, я как-то очень быстро нашел с ними общий язык. Не знаю, как мне это удалось. Понятно. В общем-то, по большей части, скажу честно, я был лишен этих удовольствий.
Ну да. Ну, здесь просто, наверное, либо повезло, Материнская молитва, как любит говорить моя мама. да, либо А мама, кстати, с способность. папой приезжали, сумочки, коробочки Обязательно, да, привозили. Приезжали, привозили, поскольку это, в принципе, Не очень далеко. не очень далеко, 3 часа езды, так. Ну, в общей ради любимого, сложности. единственного Да сыночки. это вообще недолго, на самом деле. Да. Вот. А у них Нет, машины приезжали. не было? Была. Была Как раз, машина? да, они на машине приезжали. А какая была машина? Москвич. Пежо? Да. Тогда Рено. было только ЖП. Москвич? Ну, это типа Москвич вообще круто было. 2140. Ну, почему это было? Это было нормально. А, Круто это было Волга. Волга, да. Волга. Понятно. А вы в армию пошли после учебы или до учебы? После техникума. После технику. А учились вы на... Радиомеханик. Ой, господи, радиотехника. Понятно. После армии как сложилась ваша жизнь? Ну, я еще в армии, будучи, расписался. Ну, когда пришел, вот как раз уже начал семейной жизнью жить. То есть, получается, у вас свадьба в армии, что ли, была? Да. Ничего себе. Ну, мы подали заявление еще до армии. А там надо сколько-то ждать было, наверное? Месяц как раз. как и сейчас. Как я был, да, пока я в армии был, и через месяц меня отпустили. То есть, получается, помимо того, что к вам мама с папой на москвиче приезжали, они брали еще вашу невесту на тот момент, да? Да уже жену, получается, потому что, я тебе говорю, месяц всего прошел, Ага. и меня в отпуск, как это, по семейным обстоятельствам отпустили. А можно узнать, на в чем свадьбу. проявлялась ваша свадьба? Как она вообще? Хотя бы платье там какое-нибудь было? Конечно, нет, свадьба-то была полноценная. Когда? После армии? Почему? Через месяц после того, как меня призвали. Меня отпустили на неделю в отпуск по семейным обстоятельствам. Даже не на неделю, я вру, на 3 дня. Как раз мы отпраздновали свадьбу, немножко погуляли, и я уехал обратно в часть. А сколько гостей было на свадьбе примерно? Да много. Ну, примерно. Ну, человек 50, наверное, 70. А было. где отмечали? В кафе. А в каком? Ну, я название не вспомню, На но метро? там же, ну, Щелковская, всё А, там там же. же. Нет, ну там может же в всё. этом, как оно там, на Арбате-то я забыла все время. Ой, нет. Как оно называется? На Арбате? Между вот начинается Арбат, здесь Новый Арбат, здесь Старый Арбат. Вот это вот. Прага, что ли? Да. То есть не там, да? Не-не-не-не. Просто такое ощущение, что в советской Москве был только один вот вариант, где отмечать свадьбу. Да ладно, перестань. В Москве много где было. Везде Так, отмечали. ну, в общем, вы сходили в армию, там получили все пендали, вот, успели даже пожениться, но это очень необычно, вот. Необычно, И да. потом вы возвращаетесь уже в обычную жизнь, и что начинается? Че, жизнь, работа. А где вы жили с женой? Сначала квартиру снимали в Кунцево. Потом перебрались к ее матери, а потом уже сюда, в Зеленоград. А зачем вы перебрались к ее матери? Всегда же автономность, все топят за автономность, типа не надо нам никаких родителей. Ну, вроде они там пообщались, она начала звать, мол, ей скучно одной, и с детьми будет лучше. Но это была большая ошибка переезжать. Ну, я, в принципе, был против. Вот я но... не женатый, не замужний человек, вот понимаешь, Кто что понимает? это вообще это never ever. Это трэш. Да. Жить с родителями – это трэш. Причем я живу с родителями. Я просто знаю, что такое жить с родителями даже в незамужнем состоянии, а в замужнем еще хуже. Не, ну родителям, естественно, рознь. У меня есть примеры, когда 2 сестры со своими мужьями жили вместе с родителями. Маш, привет. Вот. И когда дети все-таки купили себе там квартиры и разъехались. Они развелись. А? Они развелись. Кто? Ну, вот эти, которые разъехались. Нет, разъехались. Я наоборот про родителей говорю. Мать плакала, типа, ребята, как же я буду здесь теперь вот одна. вообще одна, фактически, потому что, ну, отец уже так и запил у них и это самое, но вот прям она жалела, что дети от нее уехали. Кстати, вот насколько я знаю, жили они очень мирно. Вот
фактически получается 3 семьи, 2 молодых пары, да, и родители. И прям жили так это душа в душу. Но это не часто бывает. У меня было диагонально противоположно. Поэтому я сказал, нет, давай снимать опять. Искали где подешевле. Вот нашли Зеленоград, и тут я вот прям врос. А в каком районе? А в 15-м начинали снимать. Так, потом что произошло? Это ничего, потом 18-й. Район. Район, да. Все так вот и так в 18-м и себе. Ну, у вас родились дети. Ребенок, да, дочь. И как это повлияло на вашу жизнь? Это тоже как бы не просто там в магазин сходить. Ой, там, давай так, с этой жизнью все сложно, и это как раз тот вопрос, который я вообще не хотел доставать. То есть, ну, в общих чертах как бы не сошлись характерами, как принято говорить, разошлись, дочь сейчас живет с ней, да? Ну, так, чтобы логически этот вопрос закончить. Да. И как бы вот новую жену я как раз нашел, вторую, любимую. Как А раз первая там, нелюбимая? ну, когда-то была любимая, а потом... А сколько вы прожили с первой женой всего? Что-то порядка 18 лет, что ли. Ну, много, да, достаточно, я считаю. А ребенок родился сразу? Нет. Это был 98-й год. Когда что? Что? Когда родился ребенок, Да. 98-й? То есть в 94-м поженились? О, я что-то уже сейчас не вспомню. Нет, подожди, мы если поженились в 4 92-м. Значит, ребенок родился в 96-м, а не в 98-м. В 98-м. Почему? Причем 4 года. Через 4, вы говорите, мы Да, прожили верно. 4 года и родился ребенок. Я сказал 4? Ну, Нет, не я сказал, знаю, что мы записано. какое-то время прожили, у нас родился ребенок. Может, я придумала 4 цифры, ну ладно. Да. Не, мы расписались, по-моему, в 92-м или в 92-м, получается. Да. Да. В 92-м, правильно. А она в 98-м родилась. У нас звоночек. У нас, да. Ну, задавай пока. Задавай пока. Да, собственно говоря, я хотела бы поговорить об очень таком нелегком, но частом явлении, как развод. Как вы его пережили? Алкоголь, кстати, начался до или после? До. А алкоголь стал причиной рождения? Нет, это скорее было последствие отношений. Ну, заливал я. Так сначала же все было хорошо. Ну, потом все плохо. Я говорю, вот это как раз тема, которую я совсем не хотел поднимать. Поняла. Вот. И, соответственно, да. Нет, а сам развод, именно сам развод прошел как раз легко, наверное, потому что как раз вот это бремя, оно было скинуто у обоих. Вы решили развестись, и оба этому были очень счастливы и рады. Да, наверное, так, я бы сказал. А вы ходили, хотел сказать, в магазин, в ЗАГС, ну, то есть решили, пошли, сделали дело, потому что некоторые разъезжаются и 100 лет живут. Да, сначала разъехались. Так. Пошлины еще ходить платить? Не из-за этого. Как-то так просто получилось, что сразу разошлись. А потом, ну, соответственно, ее молодой человек начал настаивать именно на разводе. Там уже молодой человек был? А? Там уже молодой человек был? Да, она, собственно говоря, к нему и ушла. Вот. И это самое... Мне как-то было вообще все равно. Ну, да там все как-то так легко подали. Только это через суд делалось, поскольку был несовершеннолетний ребенок. Все, подали заявление в суд, развелись. А кто платил пошлину? Я уже не помню такие вопросы. Да там пошлина не такая же большая. Понятно. Ну, в общем-то, собственно, мы очень легко, быстро и
приятно подошли к завершению. И хотелось бы спросить текущее настроение, впечатление, может быть, что-то потрясло, может быть, что-то понравилось, может, что-то не понравилось. В общем, я понял, вообще от интервью, да? Финальная речь, да, я пожалуйста. Понял. Время. Время. Ну, было необычно. Никогда у меня такого интервью не брали в жизни, поэтому сказать что-то такое, что... А вот здесь было... Я еще не переварил. Я в шоке. Да. Все, Вот. спасибо большое, дорогие друзья, за Я то, надеюсь, что что посмотрели. кому-то хоть было интересно. Но это комментарии покажут. Ну, да. Вот. И у меня по традиции просьба нажать на красную кнопочку. Всего доброго.